Привет, меня зовут Стас Быков. В этом обучающем видеоуроке мы с вами разберемся, как же выводить сайты в топ. Покажу вам конкретные действия, которые я делаю со своими сайтами, сайтами клиентов, которые позволяют по ключевым фразам выходить в топовые позиции поисковых систем. Но сначала хотелось бы обратить ваше внимание на автоматическое продвижение сайтов в интернете. Сервис естественного продвижения сайтов Zenlink – это первый сервис крауд-маркетинга, который специализируется на комплексном продвижении через размещение естественных ссылок, репутационных отзывов и статей. Zenlink работает с 2014 года и имеет штат из 52 специалистов, удобный интерфейс управления, контроль проектов в онлайн-режиме и географию размещения на весь мир. А совсем недавно сервис обновил главную страницу и партнерку. Здесь вы можете не только продвигать свои сайты в автоматическом режиме, но и зарабатывать на рекомендациях. Также появился тариф премиум, в котором предусмотрено согласование площадок и текстов отзывов. Площадки подбираются вручную по вашим требованиям. А еще есть возможность запускать крауд-продвижение, руководствуясь советами опытного SEO-специалиста. Попробуйте тестовый пакет из 10 ссылок и смотрите на результат. Отличное предложение для тех, кто хочет убедиться в качестве и эффективности услуг. Нужно больше? Скидка 20% на все по промокоду Быков2. Прокачайте ссылочный профиль естественными ссылками, получите больше клиентов, трафика и авторитета. Переходите по ссылке в описании и начните продвижение своего сайта прямо сейчас. Ну и конечно же, перед тем как начать активное продвижение своего сайта, я бы рекомендовал вам сделать внутреннюю оптимизацию, проставлять правильно метаданные, чтобы сайт был готов для продвижения. Сейчас я все это буду показывать на экране своего компьютера. Думаю, вы понимаете, что SEO продвижение — это игра в долгую, то есть это не контекстная, не таргетированная реклама, где мы получаем оплату за клики и уже завтра у нас запускается рекламная кампания. Здесь немного все по-другому работает, потому что мы работаем со своим сайтом. Вы сейчас на экране видите мой блог официальный stasbykov.ru, и я привлекаю сюда посетителей через свои статьи, которые оптимизированы под ключевые слова. Именно поэтому первое, что нужно сделать, это продумать структуру вашего сайта и составить контент-план. Сейчас мы к этому вернемся, но сначала покажу, как это все работает. То есть, например, у меня есть раздел инфобизнес, и я там пишу статьи по теме инфобизнеса. Человек, потенциальный мой посетитель, он заходит в Яндекс, пишет инфобизнес с нуля, давайте введем. Я уже анализировал все эти фразы, да, я их понимаю. Сейчас тоже покажу, как узнать, какие фразы, пишет в Яндексе ваш потенциальный посетитель. Для этого есть сервис, и тоже покажу, как им пользоваться. То есть вводим ключевую фразу, дальше в органической выдаче показываются сайты, видеоролики. Конечно же, выйти в топ-10, это нужно очень сильно делать оптимизацию под ключ, подключить активное продвижение и смотреть на конкурентов, потому что здесь это также немаловажно. Смотрим вторую страницу, и вот здесь как раз есть ссылочка на мой блог. То есть начинаем свой инфобизнес с нуля. Человек переходит и сразу же попадает на мой блог. Что здесь хочется сказать? Если на данный момент на второй странице поиска сайт находится, да, вот на этой позиции, где-то на 14, на 15, да, это не значит, что завтра он здесь и останется. Органическая выдача, она постоянно меняется. Бывает шторм в органической выдаче. Позиции очень сильно могут скакать. Зависит от того, на каком состоянии сейчас у вас сайт, в каком, да, сколько обратных ссылок закуплено, как вы там метаданные проставили. Сейчас тоже об этом всем будем говорить. И поэтому сегодня на данной странице, да, завтра может быть в топ-5, в топ-1, послезавтра еще на другой позиции. Наша задача — это писать уникальный контент и грамотно его оформлять. А уже поисковые роботы как сработают, так сработают. Чем больше будет грамотных, корректных текстов, тем лучше будет. И вот здесь возвращаемся к первому моменту, это структура и контент-планы. Обязательно продумывайте, вот начинаете создавать сайт, или программист у вас начинает, или вы сами сейчас сайты легко создаются, да, у меня есть отдельный курс вообще про это. И сразу же составляем структуру. Для этого переходим с вами в подбор ключевых слов wordstat.yandex.ru и вписываем словосочетание вашего направления. Давайте, раз мы начали инфобизнес, я ввожу сюда инфобизнес. Нажимаю Enter, и я вижу, вот это статистика показов ключевых фраз за прошедший месяц. Видите, последние данные на 3 июня. То есть я понимаю, это конкретные фразы, которые задают потенциальные посетители.
Также инфобизнес, ниши инфобизнеса, да, то есть вот инфобизнес с нуля есть. И, конечно же, каких-то фраз больше запрашивают, каких-то меньше. Нам сейчас нужно с вами продумать структуру, то есть что у нас будет, какие разделы. И вот я пишу здесь инфобизнес, да, самое популярное слово, именно вот так вот оно будет. Чтобы было понятно, давайте теперь напишем создание сайта. Тоже посмотрим. Мы видим популярный запрос создания сайта бесплатно. Но как категорию мы можем взять создание сайта. Здесь вот там сейчас буду показывать. Вот мы видим, это у нас как рубрики будут. И дальше уже в эти рубрики мы будем с вами писать статьи, писать темы. Давайте по созданию сайта. Создание сайта с нуля. Я могу кликнуть, провалиться и увидеть более детально. Создание сайта с нуля. Отлично. Тема есть, 10 тысяч показов. То есть это как раз тема для блога. Создание сайта с нуля за 7 шагов. Инструкция. Все, отлично. Одна тема уже есть. Потом следующую. Я могу, например, под этот ключ несколько раз написать посты. Чем больше, тем лучше. Но самое главное, чтобы это было уникально. Ну и также под инфобизнес. То есть мы продумали с вами рубрики. Структура у нас есть. Дальше продумываем уже название статей. После того, как мы сделали название, нам нужно написать description, то есть описание, о чем данная статья. Здесь вы узнаете про создание сайта с нуля за 7 шагов. Пошаговая инструкция, как создать сайт. То есть я подключил еще дополнительно следующее словосочетание. И здесь мы с вами уже сделали название, описание, есть рубрика. Теперь нам нужно оформить грамотно статью. То есть возвращаемся на мой блог, и мы можем добавить сюда статью. На самом деле, неважно, какой у вас движок. У меня это движок WordPress. У вас может быть сайт на любом движке. Самое главное, механика, она сохраняется. То есть я нажимаю «Добавить запись». И мы сейчас вот то, что мы с вами сделали, вот, про создание сайта. Ну да, здесь рубрика другая, я просто на примере, чтобы вам было понятно. То есть вот создание сайта с нуля за 7 шагов. Далее есть description, который мы тоже сюда вставляем. Я обычно всегда в самом начале его вставляю. Далее у нас идет с вами текст. То есть непосредственно сам текст от 3 до 7 до 8 тысяч символов. Но не просто текст. Делайте также там разнообразьте контент. То есть картинки, видео можно вставить с других хостингов, картинки, чтобы они были желательно уникальные, может быть ваши фотографии. Чем разнообразнее контент, тем лучше, но в идеале, чтобы он был уникальный, только ваш, только вы сами его создаете. Здесь же, если у вас есть плагин для оптимизации, например, East SEO, да, который в WordPress, он бесплатный, он устанавливается, я бы тоже рекомендовал вам проставлять вот SEO заголовок и метаописание. Как раз вот это мы с вами метаописание придумали. Если нет этого плагина или сайт на другом движке, ничего страшного, потому что роботы поисковых систем они подхватят из текста метаописание и SEO-описание. То есть здесь мы можем уже поменять, добавить что-то, например, видео. Видите, у меня в заголовке видео появилось, да, а здесь такого нет слова. То есть это оптимизация уже непосредственно под поисковые системы, как сайт будет там выглядеть. И вот так вот, таким образом мы с вами пишем статьи. Структура, контент-план, уникальный, разнообразный контент, да, с оптимизацией, с метаданными, и все будет хорошо. Да, тогда уже сайт будет готов для продвижения. Также я бы вам еще рекомендовал делать описание прямо в рубриках. То есть заходим мы в рубрику создания сайта, опускаемся вниз, и мы видим здесь уникальное описание данной рубрики, данного направления. Если у вас какое-то направление, например, строительство домов, у вас же тоже там есть деревянные дома, комбинированные дома, что такое сруб, там профилированный брус, это тоже все можно разделить по направлениям. И везде нужно написать уникальный текст. Здесь достаточно 1000-2000 символов. Обратите внимание, в тексте я использовал как раз ключевые фразы: создание сайта с нуля, как создать сайт самому, для того, чтобы данная рубрика также индексировалась в поисковых системах, да, и появлялась там на позициях.
Также на главной странице тоже обратите внимание, чтобы у вас было описание, у меня здесь в самом низу. То есть здесь я написал в целом про направление, про мой блог, про себя, какие есть рубрики. Потому что поисковые роботы, они считывают ваш сайт и составляют иерархию, да, где главная страница, где дополнительные страницы, они же рубрики. Где статьи, какие статьи куда входят, какие рубрики. Это должно быть все по логике, правильно структурировано. И тогда проще сайту будет продвигаться. Следующее это репосты в социальные сети. Обязательно, когда мы с вами уже разместили сайт по всем правилам, о которых мы сегодня поговорили. Есть текст, вот есть статья, есть фотография, есть видео. Нужно сделать репосты в социальные сети. Потому что обратные ссылки, внешние ссылки, те, которые мы покупаем, внешние ссылки, да, через биржу ссылок, они все влияют на то, как будет активно продвигаться статья. То есть это популярность статьи. Если поисковые роботы видят, что очень много обратных ссылок есть, или внешних ссылок на ваш блог, на ваш сайт, на вашу статью, это хорошо сказывается на повышении позиций в поиске. Поэтому здесь тоже важный момент. Не ленитесь, не забывайте делать репосты в вашей социальной сети. Вот я нажал кнопочку, да, и сразу же, видите, репост идет на мою страницу. Также можно напрямую размещать. То есть заходим сразу же в свою социальную сеть, ссылочку вставляем. Обратите внимание, и сразу же подхватывается. То есть та картинка, которую вы привязывали, когда писали статью, она здесь появляется, да. И это как внутренний баннер. То есть я нажимаю опубликовать, сейчас не буду, потому что это рабочий аккаунт, да. И дальше есть баннер, при клике на который, на эту картинку, человек сразу будет попадать на данную статью. Поэтому в социальные сети это очень важно, потому что трафик оттуда, опять же, это обратные ссылки, это активность, потому что социальные сети это сейчас сближение с активной аудиторией. Ну, дальше здесь можно закупать рекламу, там это все в следующих видеороликах обязательно буду вам показывать, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать эти уроки. Ну и, конечно же, после того, как мы сделали все эти шаги, необходимо добавить сайт в вебмастер Яндекса и там его контролировать и подключить метрику Яндекса. Данная информация, она будет также ускорять индексацию сайта. Вот, например, я зашел в вебмастер своего блога, там мы видим X показатель, но в данный момент он 190. Далее, популярность сайта. Скоро получу тоже значок. Выбор пользователей, тоже немного осталось. Защищенное соединение, потому что необходим HTTPS протокол, то есть сертификат безопасности. Если у вас на сайте его еще нет, обязательно сделайте. Поисковые системы тоже на это смотрят. Ну и мы видим здесь все значки, краткая информация. Есть отзывы, то есть люди пишут отзывы про сайт. И всю информацию здесь можно, конечно же, смотреть. То есть как вот идет индексация, обход. Это вебмастер, то есть полное управление. Здесь даже есть, мы можем с вами посмотреть, представление в поиске. Быстрые ссылки. То есть, когда сайт популярен, то здесь появляются быстрые ссылки, которыми вы можете управлять. Какие-то закрыть, какие-то открыть, где-то переименовать. Такое тоже возможно. И, конечно же, метрика. Это полная статистика вашего сайта. Здесь, казалось бы, чем она может помочь SEO, но нужно пользоваться правильными инструментами. Мы видим, что здесь есть веб-визор. По кликов, по скроллингу. И мы смотрим, как люди себя ведут, когда заходят на сайт. Вот, например, с телефона. Давайте вот с компьютера зашел, минуту сидел. Мы можем посмотреть, как себя вел человек. Кликнул он сюда или не кликнул. А если кликнул, а здесь нет кнопки, почему? Нужно делать кнопку. То есть мы видим поведенческие факторы. И мы подбираемся к самой сути. То есть не только важна грамотная техническая оптимизация, но и удержание аудитории на вашем сайте. Какие страницы он смотрит, как часто переходит в другие разделы, да, останавливается ли, что-то скроллит ли мышкой, это важный момент. То есть сейчас SEO-продвижение это не просто вот так вот написать заголовок, title, да, и description, SEO-описание, но и работа с аудиторией, чтобы она заинтересовалась вашим контентом, оставляла обратную связь в виде комментариев, в виде репостов и, конечно же, какой-нибудь рейтинг, там, как у меня вот звездочки, например, сделаны.
И это все будет помогать понимать поисковым системам, что страница интересна пользователям. Ну и конечно же, если она интересна им, то поисковая система будет поднимать данную страницу в топ-10, в топ-5 и в топ-1. Поэтому следуйте данным рекомендациям. Если у вас есть свой опыт, как вы продвигаете сайты, также можете в комментариях отписаться. Все необходимые ссылки будут в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых видеороликов. Ваши вопросы задавайте в комментариях под этим видео. Не забывайте про лайки. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.